Привет! Сегодня у меня на обзоре беспроводные вкладыши SoundPeats Air 3 Deluxe HS. Модель хоть и не совсем прям новая, но до сих пор интересная. И в большей степени интерес к ней подогревает тот факт, что это первые наушники такого форм-фактора с официальной сертификацией HRS и поддержкой аудиокодека высокой четкости LDAC, или по-простому LDAC. Да, во внутриканальной вселенной такое встречалось уже не раз, а вот вкладыши случились впервые. И пусть я не буду самым первым, кто вам расскажет про данные наушники, однако с момента их релиза уже успели выйти обновления как самой гарнитуры, так и фирменного приложения, а также было добавлено несколько новых цветов на выбор. К слову сказать, для этого видео я прикупил наушники в черном цвете из новой линейки. У меня зарядный кейс матовый с soft-touch покрытием, что как по мне куда практичнее изначально скользкого и маркового глянца в первых ревизиях. Вопреки моим ожиданиям, футляр оказался весьма компактным и легким. Петля здесь установлена пластиковая, крышка открывается плавно и не болтается. По ее открытию после первичного сопряжения наушники будут подключаться к смартфону. За связь отвечает модуль Bluetooth версии 5.2. На передней стороне кредла разместили физическую кнопку сопряжения и сброса. Нажимается она мягко, без звонких щелчков. Аккуратно над ней установлен одинокий цветной диод индикации заряда. И вот как раз таки он здесь будет очень полезен, ведь в фирменной программе данных об аккумуляторе самого кейса нет. Индикаторная лампочка умеет гореть тремя разными цветами. Зеленый сигнализирует об остатке в интервале от 100 до 70%, желтый цвет показывает промежуток от 70 до 20%, ну а все, что ниже, подсвечивается красным. Емкость встроенного АКБ кейса составляет 300 мАч, а в каждый наушник поместили батарейку на 30. Заряжать устройство можно только по проводу, беспроводной катушки здесь нет. Что же касается непосредственно самих наушников, то внешне перед нами старые знакомые из модели Air 3, за исключением разве что цвета вставок с логотипом. Хотя еще одно отличие тут все же имеется. Сетки на звуководах в Deluxe HS сделали металлическими, и это отличное конструктивное решение. Знаю, что у многих в прошлых моделях тканевые со временем отлетали. Надеюсь, что эти будут долго сидеть на своих местах. Наушники выполнены из матового пластика с повернутыми относительно горизонта чашами. Стоит ли говорить в очередной раз, что подобное решение делает гарнитуру более удобной по части повседневной эксплуатации, а также положительно влияет на подачу звукового сигнала. Статусные светодиоды на корпусах отсутствуют, так что мигать ничего не будет. А вот с управлением по-прежнему все та же старая проблема. Сенсорные области выходят за рамки логотипов, и иногда, поправляя наушник в ухе, то и дело срабатывает одинарное касание. Благо, что на него зашита регулировка громкости, и это не так раздражает, как если бы была плей-пауза. Да и к тому же в фирменной программе теперь имеется возможность отключить этот жест вовсе. Помимо всего прочего, наушники оборудованы датчиками автопаузы, которые в целом работают корректно и в обе стороны. Однако и их работу при желании можно также отключить в фирменном приложении. Сама программа называется SoundPeats и доступна для скачивания как на Android, так и на iOS платформах. Не могу сказать, что она обладает повышенной функциональностью, ведь те же жесты в ней переназначить под свои предпочтения нельзя. В наушниках это дело зашито на постоянку. Одинарное касание на правом и левом наушниках отвечает за регулировку громкости в плюс или минус соответственно. Двойной тап ставит трек на паузу или возобновляет прослушивание, а удержание сенсора пальцем в течение нескольких секунд позволит переключаться между композициями вперед и назад. Тройное касание здесь также задействовано. Правый наушник вызовет ассистента, а левый позволит активировать игровой режим. По большей части само приложение необходимо для кастомизации звука. Здесь есть как несколько готовых пресетов, так и 10-полосный ручной эквалайзер с визуализацией АЧХ. Правда, быстродействие этих примочек оставляет желать лучшего, особенно когда пытаешься настроить звук вручную. Отклик имеет задержку около секунды и не меняет настройку в моменте. Также с недавних времен сюда завезли и так называемый адаптивный эквалайзер. Это некий частотный тест на восприятие. Такое я встречал в других наушниках, но звук подавался там в каждое ухо отдельно, а здесь у нас версия более простая. Тестовые фрагменты проигрываются сразу в оба уха, оттого лично мне это дело не особо помогло. В итоге, переслушав все предложенные пресеты, попробовав софтверную адаптацию, я решил крутить самостоятельно, благо и громкость, и потенциал наушников позволяет это сделать без потерь. Аппаратно за звучание здесь отвечают динамические драйверы по 14 мм в диаметре, ну а кодировку обеспечивают 3 аудиокодека на выбор: старший LDAC, а также AEC и SBC. В моем смартфоне на выбор есть только два, либо LDAC, либо SBC.
По всей видимости, AAC здесь припасли для владельцев айфонов. Тем не менее, звук в наушниках меня очень порадовал, в особенности по части его гибкой настройки. Конечно, сложно описывать все это дело при наличии такого обилия стоковых возможностей обработки, ведь я более чем уверен, что абсолютно каждый сможет подобрать именно свое звучание. От себя лишь могу сказать, что баса здесь хватает с лихвой, что для вкладышей большая редкость. Он яркий, напористый и очень объемный. При всем при этом наушники не обладают темным звучанием в привычном его понимании. По среднечастотному регистру здесь также все в полном порядке. Вокалы и инструменты слышно отчетливо, они не перемешиваются даже на границе мидбаса, что позволяет окунуться в композицию с головой, при этом четко представляя и разделяя сцену. Ну а в плане верхушек все относительно, их можно вывести по вкусу, сделать их яркими, подчеркнув больше деталей, или же немного их приглушить, оставив работать на объем середину с низом. В общем, наушники имеют прекрасный потенциал, а с учетом того, что это вкладыши, аналогичный звук будет найти очень непросто. Что же касается автономности, то свой тест я, как обычно, проводил на максимальных показателях, 100% громкость на кодеке LDAC, и мой результат составил 3 часа и 10 минут. Но здесь обязательно надо учесть, что пропускная способность старшего кодека сильно выше тех же AAC и SBC, так что энергозатраты на передачу данных будут сильно больше. Оттого, к примеру, на том же iPhone по AAC эти наушники будут играть дольше, нежели на Android Poldak. Ну и разумеется, сами наушники очень громкие. SoundPeats держат марку, и тот, кто слушал их прошлые модели, соврать не дадут. Запаса там имеется процентов на 30 точно. Если же говорить об игровых возможностях Deluxe HS, то особо высоких результатов ожидать не пришлось. Здесь все как у всех с опцией игрового режима, однако с одной лишь поправкой. Для этого сценария лучше переключиться на более простой кодек, в моем случае SBC, что я собственно и сделал, получив тестовые результаты по задержке в интервале от 160 до 200 миллисекунд. Как обычно, я тестировал на популярных шутерах PUBG Mobile и Call of Duty Mobile. Разумеется, ни о каких задержках при онлайн просмотре видео речи не идет. На слух все довольно синхронно. Ну и вроде бы все, что запланировал, я рассказал. Осталось послушать, как отрабатывают встроенные в наушники микрофоны. Итак, друзья, проверяем работу микрофонов в наушниках SoundPeats Air 3 Deluxe HS. Это классический тест в автомобиле. Вот таким вот образом в закрытом салоне тебя будет слышать собеседник, если ты будешь с ним разговаривать по телефону. Ну и по традиции я открываю окна с двух сторон. На скорости 80 км в час мне сюда порывами залетает и ветер, есть шум от дороги, от проезжающих мимо автомобилей. Ярославское шоссе, поток довольно плотный, поэтому в целом можно прикинуть, как под такой нагрузкой здесь справляются микрофоны при сценарии разговора по телефону. Друзья, ну а вот еще один тест работы микрофонов в наушниках SoundPeats Air 3 Deluxe HS. Я сейчас нахожусь в торговом центре, здесь народу не так уж и много, но тем не менее, ну, такая вот локация для теста также, наверное, будет интересна для кого-то. Таким вот образом работают здесь микрофоны, и вот таким вот образом можно примерно прикинуть, как будет слушать собеседник, если будешь разговаривать по данной гарнитуре, находясь вот в какой-то такой локации. Ну, еще один тест работы микрофонов в наушниках SoundPeats Air 3 Deluxe HS на мосту уже. Подо мной вот сейчас проезжает один поезд, проезжал, вы видели, еще один вот сейчас проезжает. Мимо машины проезжают, ну и вообще, в принципе, здесь довольно шумная локация. Уже многие, кто смотрел мои обзоры, знают, что здесь я проверяю более-менее дорогие наушники, так как их микрофоны должны, собственно, вывозить данный шум. Ну и можно примерно прикинуть, как данные наушники справляются с такой локацией при таких условиях эксплуатации. Ну и подводя сегодня некий итог, я буду максимально краток. Наушники SoundPeats Air 3 Deluxe HS получились отличными, особенно по звуку и удобству использования. Есть, конечно, некоторые претензии по работе микрофона, особенно под сильной нагрузкой от ветра, и еще огорчает отсутствие мультипоинта за эти деньги, ведь как мы все прекрасно знаем, эту опцию хотя бы урезанную можно получить и за меньшие затраты. А во всем остальном же за 35-40 баксов вариант очень даже достойный, особенно если очень хочется получить вкладыши с автопаузой за недорого. Ну и на этой прекрасной ноте я, пожалуй, буду закругляться. Спасибо, что посмотрели это видео, лайк, подписка по желанию и до новых встреч. Пока-пока.